Привет, друзья! Какие самые известные, самые красивые оперные театры в мире вы знаете? Давайте перечислять. Метрополитен опера, Сиднейский оперный театр в Австралии, Пражская опера, Московский оперный театр. Но я могу поспорить, вы не знали о том, что замыкает эту компанию топ-5 оперных театров мира театр Колон, который находится в Буэнос-Айресе. В середине 19 века в Аргентине начинается бум оперных постановок, любви к оперным выступлениям, и строят первое здание театра. Оно появляется не здесь, оно появляется на площади Майя, немножко в другом месте. Проживает первое здание не так долго, чем-то оно не заходит, и начинают строить это красивое новое здание. Строят его достаточно долго, архитекторы этого здания умирают, финансирование заканчивается. И только в 10-х годах 20 века его наконец достраивают, и начинаются первые постановки здесь. Первое здание театра в 1957 году открывали постановкой Верди «Травиата». А вот это здание, новое здание, открывали тоже постановкой оперы Верди, но уже «Аида». И сейчас мы проходим как раз мимо главного входа. В 1925 году здесь появляется балетная труппа, которую возглавляет Юргис Кяшт. Это русский артист балета литовского происхождения. В 20-х и 30-х годах здесь также работает много русских балетмейстеров, которые ставят большое количество постановок именно российских авторов. На площади возле театра можно подглядеть закулисье, закрома театральные. Я так понимаю, там паркинг и различные складские помещения, в которых можно увидеть какие-то элементы декораций сегодняшнего театра. Площадь, где находится театр, вообще очень красивая. Здесь много очень интересных колоритных зданий. Вот, например, одно из зданий, и вообще есть ощущение, что это школа. Также на этой площади есть здание аргентинского суда. Туда обращаются большинство наших сограждан, которые надеются получить гражданство Аргентины. Ну, вообще очень приятная атмосфера на площади. Огромный фикус растет, как обычно. Все в аргентинских традициях. Ну и здание самого театра, конечно, действительно очень классно, очень красиво. На площади возле театра движ, репетиции какой-то танцевальной команды. Ну, вообще здесь постоянно, сколько раз мы не были, здесь постоянно происходят какие-то активности, кто-то что-то делает. Ну, это как и во всей Аргентине всегда. Что-то подобное. Интересный факт. Театр называется театр Колон. И, возможно, вы можете ассоциировать так же, как и мы поначалу, что имелось в виду какое-то название Колон, еще что-то. Мы не понимали, не в курсе были, что происходит. Но на самом деле в испанском языке и аргентинцы называют одного известного вам персонажа, Кристобаль Колон, собственно, Кристофор Колумб. И именно в честь него назван этот театр. По сути, это театр Колумба. Так, ну и, собственно, мы пошли внутрь театра. Как известно, театр начинается с буфета, и мы тоже в первую очередь хотим наведаться именно туда. В театре очень приятная атмосфера, заходишь, кафешечки. Красиво, много чего. Очень приятно организовано. Красивые люди. Были вопросы, в том числе у меня, и моя мама мне задавала, а как ходят в театр в Аргентине? В парадном? Или все-таки, как в современном мире, в футболках и в кроссовках? Видно, что аргентинцы наряжаются как на очень важное событие. Все красивые, в костюмах и пиджаках. Хотя люди в кроссовках, я вижу, даже есть. Поэтому и так можно в современном мире, да, милая? Son las dos últimas. Tienen que pasar toda la fila, ¿sí? ¿Les dejo un programita? Programita?
Программу хочешь? No. Gracias. Muchas gracias. 44 y 46. Son las dos últimas. Sí. Gracias. Ah, мы вышли на антракт. Традиционно, как и в любом театре, есть буфет. Люди вышли попить шампанского, отдыхают. Нам достались билеты на балкон на 4-м этаже. Может быть, не самые элитные места и не самый лучший вид. Хотя, на самом деле, прекрасно все видно, все замечательно. Но качество звучания, музыка, вообще акустика в здании потрясающая. И это одна из причин, почему надо посетить театр Колонн, потому что по своим техническим характеристикам он обеспечивает лучшее звучание в мире. Это вот уникальность действительно театра Колонн в том, что лучший звук в мире именно здесь. Поэтому, если вы любитель музыки, не такой, как я, конечно же, то вы обязаны посетить этот театр. Вот оно как тут еще есть. Очень красивое помещение внутри и украшено скульптурами известных композиторов. Вот, к примеру, Лист. Так, а туда мы не пройдем, да? К сожалению, не все сейчас можно посетить, но очень приятное помещение и там тоже. Вот такие красивые витражи и люстра. И вот витражи под потолком шикарные. Друзья, был прекраснейший концерт. Просто безумно красивейшем месте. Великолепная акустика, шикарное исполнение, классная аудитория. И вообще мы вышли
восторгом, воодушевленные, отдохнувшие, послушавшие прекрасную музыку. Всем рекомендую. А если вам было интересно, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, чтобы увидеть новые выпуски от нас. Да? До встречи, друзья.